Ну, всем здравствуйте! Обещанный обзор нашего УАЗика на военных мостах с редукторами трактора Т-40. Стоит на 35-х сильверах. Ну, понятно, что силовые бампера, лебедка КамАП 9,5. Покрыт юполом он. Полностью кожаный салон. Все двери обшиты, бамприс обшитый. Здесь вот сделан подлокотник, тоже все обшито кожей. Здесь вот сделаны ниши для хранения, очень удобные. Раз. Хозяин просто кайфует с этого, вся мелочевка здесь прячется. Выведен воздух для подкачки колес. Вот, грубо говоря, с обоих сторон. Вот здесь вот очень удобно. Стоит ресивер в багажнике, и 20-й Беркут его качает. Да, что касается крепления запаски, немножко переделали. Здесь рифовское крепление, но немножко переделали систему. Вот так вот намного удобнее. И система сейчас раз. Открой запаску, Али. Запаску открой. Раз, и все. И она намного проще стала открываться. Плюс здесь сделали крепление под хайджек сразу же, чтобы не возить его внутри. Ну и очень удобная вещь, это вот разделили пополам багажник, получается, чтобы все, что не требуется постоянно доставать, оно сверху, а снизу то, что должно быть под рукой. Открыл, там еда, там вот шампанское, туда-сюда, разложил столик, все, культур-мультур. В общем, УАЗик на этот счет хороший автомобиль. Военные мосты с редукторами Т-40 имеют ряд преимуществ. Во-первых, это увеличенный клиренс. На наших колесах это 45 сантиметров. Во-вторых, большая тяговитость. Передаточное число этих мостов 7,0. В-третьих, повышенная надежность за счет равномерного распределения нагрузки между главной и бортовыми передачами. Если их сравнить с всеми известными лапландерами, вот видите на фотографии, то примерно одинаковая конструкция. Прямой зуб, что там, что там. Ну, в общем, смысл один и тот же. Смысл в том, что через переходные пластины прикручены редуктора трактора Т-40. Мост перечелкован, редуктор развернут. Если это не сделать, то будет 5 скоростей назад, 1 вперед. Поэтому это делается. Стоят здесь БТРовские блокировки. Много вопросов, почему не поставили блокировки стопроцентные. Потому что на тот момент не было стопроцентных блокировок, которые было возможно сюда поставить. Поэтому были установлены БТР. Получается, полуоси привода здесь нестандартные. То есть с одной стороны шлицевая БТР, с другой стороны шлицевая уже под редуктор трактора. В планах здесь будут спереди привода Билферд, и будет установлена стопроцентная электрическая блокировка. То есть сейчас уже появились блокировки, которые можно сюда поставить. Ну, а в мостах вкратце и все. Вот так вот, для того, чтобы было понятнее, какой просвет у данного автомобиля. Становится вот под мостом бутылка. Сейчас померяем просвет. Ну, ровно 45 сантиметров получается просвет под мостом.
45 сантиметров. Колеса у нас, на них написано 35. 85 сантиметров в диаметре колеса. Ну, надо посчитать, сколько они дюйм. Была усилена сошка, потому что ее уже отрывали один раз. На видео мы вам покажем сейчас, как это сделано. Вот перед нами поворотный кулак автомобиля УАЗ с военными мостами. Его проблема вырывает сошку рулевую из-за малой площади. Наши инженеры изготовили вот такую сошку усиленную. Покажите, оператор. Вот как теперь выглядит сошка автомобиля УАЗ. Вот. И вот площадка. Упорная площадка, профрезерованная под сошку. Это подшипник шкворня. Вот это проставочная шайба для подшипника. Сюда ставится упорная шайба подшипника шкворня. Сошка будет прикручиваться вот так. И ключ нужен. Вот так собирается эта конструкция. Вот. Болты вымерены. Вот болт берем, болты вымерены до... Вот болты вымерены до упора. Ну, что они не торчат там вовнутрь. Не повредят механизмы, крестовины, шары. Вот так выглядит конструкция вся сошки теперь. Теперь этот рулевой механизм способен поворачивать гигантские колеса. Эту сошку еще можно усилить попроще. Вот посмотрите, как сделано на моем УАЗике, на Леопарде. Вот тут здесь вот хорошо видно. Просто обварена косынкой и дополнительных 2 болта для крепления. Рычаг за счет бортовиков сильно увеличился, нагрузка на шкворня тоже увеличилась. И были сделаны самодельные шкворня на 2 подшипниках. Выточено тело шкворня из БТРовской полуоси. Ну, в общем, фотографии я вставлю, вот на них вы посмотрите примерно как это. К сожалению, когда эти мосты делались, не было возможности снимать что-то внутри. Все, что сделано на этом УАЗике, все узаконено. Теперь продемонстрируем, как данный УАЗик передвигается по асфальту. Он даже не гудит долго. Уже идем. Сколько? 110, да? Конечно же, с такой скоростью на этих мостах постоянно ездить не рекомендуется. Крейсерская скорость на них 80-90, на обгонах до 120, как вы видите, спокойно можно расгоняться. В общем, вот такой вот у нас аппарат. Как вы видели уже, на этих мостах он на обгонах способен передвигаться где-то до 120 км в час. Крейсерская его скорость в районе 80-90, спокойно он ездит. Но в грязи это просто сказка с таким просветом. Теперь предлагаю вам посмотреть на данный УАЗик в грязи. Еще что хочу добавить. Изначально этот УАЗик был на колхозных мостах.
Он был лифтованный по максимуму. Была занижена раздатка, там блокировки установлены, колеса 35-е. Под это все были установлены рифовские бампера. В общем, по полной программе УАЗик был заряжен. Но после установки данных мостов все это стало не нужно. Лифт пришлось полностью убирать, потому что с этими мостами плюс лифт он был нереально высокий. В данный момент при полностью стандартной подвеске и нету проставок между кузовом и рамой, УАЗик выше, чем мой лифтованный на вояках. То, что нету лифта и все стандартное, очень положительно отразилось на управляемости. Как известно, по максимуму лифтованные машины ведут себя не очень хорошо на асфальте, их там кидает, швыряет. И все в этом духе. Здесь этой проблемы нет. Заниженную раздатку тоже пришлось убирать, возвращать на место стандартную, потому что у данных мостов передаточное число низкое, ниже, чем у вояк. Бампера пришлось переделывать, опять же, потому что они брались на лифтованную машину. В общем, проделалась двойная работа. Зачем все это я рассказываю? Вдруг вы соберетесь тоже поставить себе такие мосты, имейте в виду, что покупаете стандартный УАЗик, ставите эти мосты, ставите 35-е тапки и ездите. А ездить на таком УАЗике, поверьте мне, очень приятно. Из него получился шикарнейший проходимец с таким просветом в лицо, это просто сказка. И на асфальте он очень комфортно, он хорошо тянет, хорошо едет, не гудит, не шумит. В общем, прекрасно себя чувствует на асфальте. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Приятного просмотра дальше. Давай, не, выскочит. Вот так вот дробят российскую технику.
Олег, тебе надо в самый низ спускаться, чтобы разгон был. Вышел с прыжком, блин. Да я понял уже!